Итак, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как из вот таких вот кусков пластика, нарезанных, это обычный пластиковый лист был у меня, кусок от бочки, нарезал таких кусков, и как с этого всего, то, что уже пора выкинуть, можно сделать, например, вот такой шкив, или любую заготовку под любую вашу идею. Короче, моя задача сегодня дать вам идею, а вы уже воплощаете ее как хотите, насколько у вас хватит фантазии. Итак, поехали. Нарезаем пластик как можно меньше кусочки. Короче, чем меньше будет нарезаны кусочки, тем быстрее расплавится. Вот. У меня пластик такой толщины, десятка, но местами разные, десятка и двадцатка. Это обломки от бочки 5-кубовой. Короче, там коллега у меня один на поле перевернул ее, разбил и так далее. И обломки мы растащили по домам на ручки для ножей. Ну, пригодится для другого. Итак, нарезаем, а следующий наш шаг, все это в духовку. Духовка у меня еще та, не зря валялась несколько лет на чердаке. Ну, пролез, контакты прочистил, и слава богу, работают обе 2 тена, и верхний, и нижний. И после заброски пластика, так, поставил я сразу, включил 2 тена и на всю 320 градусов. И вот что получается потом. То есть пластик плавится и становится однородным. Должно быть все нормально, и пузырей никаких не видно. Сейчас я добавляю дальше пластик, попытаюсь полностью чашку наплавить и покажу, что будет. Ну и вот к чему привело мое баловство. Полная чашка пластика. Даже вон видно, да, как он тянется, он мягкий. Остывать, правда, он будет долго. Но это хорошо. Пусть остывает, я никуда не тороплюсь. Короче, нормально. Чашка пластика. И по высоте неплохая. Короче, так. Вот он, кусок пластика, который есть. Был он в 2 раза больше. Толщиной сантиметр. Чуть-чуть больше, может быть. Вот. Еще сдача осталась. Куски какие. Смотрите, что я плавил, какие куски были. По 2-3 сантиметра толщиной. И расплавились они в лепешку. То есть духовка, это, наверное, самый лучший способ, каким я пробовал плавить пластик. Пробовал горелкой, горит. Феном пробовал, но это больше подходит для плавки бутылок всяких, где тонкие ленты. А если нужно расплавить толстый пластик, духовка это лучше. Это прямо отлично получается. И ни одного надутого пузыря. То есть, когда я плавил горелкой, у меня снизу все равно пузыри шли. Здесь пузырей не должно быть вообще. Вот, теперь она остынет. Нет, опа, плавлю. Она остынет, и дальше я ее заряжу в токарный станок. И можно будет выточить шкив или еще что-нибудь, что надумаю. И, между прочим, этот способ хорош тем, ну, как еще вам объяснить побыстрее. Не только для тех, у кого есть токарный станок по металлу, но и для тех, у кого есть токарный станок по дереву. То есть так же, как деревяшку заряжаете пластик и вытачиваете любую посуду, какую хотите. Тем более тут нет ни волокон, ничего. Пластик режется намного легче дерева. Форму придавать, шлифовать его намного проще. Вот. Я вот до этого пробовал, когда горелкой плавить этот же самый пластик. Вот у меня что получилось, я шкив точил. В общем, неплохо, но все-таки, видите, мелкие пузыри присутствуют. Что сверху, что снизу. Ну, хотя здесь, где протачивал, пузырей нет. Но есть минус один, видите, разводы черные. Это подгоревший пластик. Когда горелкой палишь, он подгорает все равно. И, возможно, я-то пробовал, ну, сломать не получается. Не знаю, возможно, ремнем его сломаю здесь на изгибе. Может, нет. Ну так, он слегка податливый, не хрупкий он, этот пластик. И, короче, должны получаться нормальные шкивы с него. Вот, а этот, он будет однородный вообще, он не должен быть внутри черный ни разу. Единственное, что вот эта чернота, это мой неудавшийся эксперимент. Я плавил в духовке на нижней спирали, тене на нижнем. А попробовал вот на среднюю противень поставить, чтобы под верхним теном был пластик. Думал, быстрее будет плавиться. А он начал гореть.
То есть с духовки пошел дым, и я переставил опять вниз. Чуть подольше времени занимает, но зато намного качественнее получается заготовка. Так, ну а дальше теперь я просверлю отверстие, какое мне нужно в середине. Поставлю также болт. Может быть даже этот, если его хватит на такую толщину. И что-нибудь поточим. Так, ну и все, перебираемся к токарному станку. Благодаря тому, что пластик при остывании дает усадку, он сужается и сам отходит от формы. То есть доставать его вообще не проблема. Видите, он поднимается сам. Опа. Опа, что получилось. Даже прихватил с собой эмаль от чашки. Но ничего, это все сточится. Так, ну получилось все-таки с чернотой. Ну теперь станок покажет. Да, и тут он зазубрено получилось. Короче, посмотрим. Сейчас просверлю. И начнем обтачивать, и видно будет, что она из себя покажет. Вот здесь я, по-моему, поторопился из духовки вынуть. Середина вроде до конца не расплавилась. Если здесь ровно по краям, то в середине вон бугор. Может быть, будут полости. Да ладно, это же первый блин. А он, как обычно, комом. Учтем ошибки на следующий раз, на следующий эксперимент. Должно быть лучше. Ну, сейчас проточим и посмотрим, что будет. Так, короче, просверлил я в нем отверстие на 12. Закрутил шпильку, затянул, поставил в патрон. Сейчас будем точить. Только я решил, что шкив точить не буду, потому что он мне за ненадобностью. И просто так, без размеров точить, просто так, чтобы валялся, такой кусок пластика портить что-то не хочется. И поэтому я ее сейчас обработаю, ровную сделаю заготовку и отложу до лучших времен. Лучше я с нее что-нибудь тогда выточу. Если сейчас он будет однородный, нормальный, без пузырей, лучше я что-нибудь выточу полезное, чем, как я уже говорю, сделать шкив и кинуть, чтобы валялся. Не хочу. И на будущее сразу, до меня уже дошло позже. Если вы будете делать вот так вот, таким образом шкив, в посуду, в которую льете пластик, ставьте втулку в середину. Потому что шкив внутри с пластиком, его не зажать на валу, ничего. Это будет, скажем так, для слабых моторов пойдет. А даже на сверлильне или куда-нибудь лучше делать втулку. То есть втулку по диаметру вашего вала поставили сюда втулку. Пусть она торчит или пускай ее зальет. Потом рассверлите, внутри пластик уберете. И зато смело набьете на вал. Закрепите фиксатором и так далее, болтом. Вот. Это для шкивов. А теперь давайте, поехали. Так, у нас что там? 20 Гц. Ну, посмотрим сейчас. Больше.
пузырики слегка все равно. И неоднородная. Но это самый верх, где я говорил, выпуклость вот эта была. Возможно, можно попробовать ее сейчас полностью снять. И посмотрим, дальше будет или нет. Тут миллиметра 4, наверное. Может, дальше пузыри пропадут. Ну-ка, потише сделаем. 12-я шпилька, и, видать, поэтому диаметр большой. Играет она. О, ее даже видно, как она играет. Надо было бабкой поджимать. Ну ладно, уже поменьше оборотов сейчас сделаю, попробую. Ни хрена. Захватило все. Опа, крепкая. Кто, может, увлекается, ею можно плести. Вот смотрите, какие ленты нарезает. Поехали дальше. Проблема. Опа. Или после каждого прохода надо убирать их. Останавливаться. Стружки много. Так, ну по краю уже видно, что... Ага, есть все равно пузырики. Экстремальное точение. Так. Вот ведем. Ну-ка. Поближе. Вот теперь можно подровнять. Вот, 5 убираем.
Да, зря я сделал 12-ю шпильку. Шкив точил на 16-й шпильке и никакого дребезжания не было. Хотя размер был, диаметр почти тот же. Я в той же самой чашке выплавлял под шкив. Но он у меня еще не остыл до конца, пластик горячий. Может, тянется он или что, не знаю. Короче, она играет, шпилька, это 12-я. Поэтому дребезжание. Ладно, еще раз пройду здесь и по торцу попробую все-таки эти пузыри срезать. Опасно я, да, делаю на ходу, снимая стружку. О, еще вон отверстие образовалось. Не дожарил я его, короче. Получается так. Как раз середина, вот они отверстия пошли, где бугор был. Если здесь их нет, почти, то тут отверстие. Ну вот, пузырей больше, в общем-то, не появляется. Эти только срезаются до конца и все. Значит, в середине будет все нормально. Единственное, что вот это вот хрень полная внутри. Пузырь образовался, потому что я поторопился. Я же говорю, минут 10 бы еще и все. И было бы отлично. Так, на горячий еще. Короче, для поделок нормально. Я думаю, можно. Есть смысл экспериментировать, заниматься. Все должно быть тут удачно. Какие-нибудь втулки точить и так далее. С пластика вполне возможно. Может быть, даже и ролики на гриндер или еще что-нибудь. Ладно, вполне неудачный эксперимент, но я все равно вам покажу. Занимался я этим первый раз. Что получилось, то получилось. Прятаться нечего. Все, всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, а может чему-нибудь научите. Советы всегда слушаю, принимаю во внимание. Все, всем удачи.